Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашем фильме мы покажем вам встречу с уникальным человеком, поэтом, писателем и настоящим казахом Олжасом Омаровичем Сулейменовым. Сразу скажу, что так как я изучаю феномен казахов, для меня эта встреча была очень важной и помогла сделать очередной шаг вперед. Ведь для всего мира Олжас Омарович является символом идеи межнационального братства и дружбы всех людей планеты, независимо от их национальности, вероисповедания или цвета кожи. Он именно тот человек, который не боится говорить то, о чем думает. Он смело идет против системы под знаменем правды и справедливости. И в своей жизни он проявил себя не только как поэт, но и как лидер антиядерного движения. Он занимался политической и дипломатической работой. Работал и до сих пор работает над происхождением письменности и языка на нашей планете. И несмотря на то, что он пишет на русском языке, он все равно остается поэтом казахским, родным сыном своего народа, не только по происхождению, но и по духу. В общем, представляю вам встречу с великим человеком планеты Земля, Олжасом Омаровичем Сулейменовым. И перед началом я хочу сказать, что старость приходит ко всем без исключения, но мудрость только к избранным. Земля, шар земной, сочетание слов, сочетание народов, мечей и судеб. Сколько твердых копыт над тобой пронесло, все пустыни твои нас, безжалостных, судят. Черный и белый конь бросают черные тени, кони атаки погонь в одной ярко-белой пене, северный полюс земли, южный в одних снегах. Как разделить огонь, тени раскрасить как? Ты рожден в стороне, где живут воедино все части света. Есть восток и запад и север в стране поэтов. Есть края, где не знают обычных сибирских морозов. Есть края, где не знают аральского знойного лета. Где другие границы между частями света. Океаны не покидают землю, они верят. Солнце сердцем бьется в земле, оно верит. Мы сами себя для жизни растим, мы ведь тоже верим, что нет востока, запада нет. Есть восход и закат, есть большое слово земля, большое на всех языках. 1961 год. С Байконура в космос улетел Юрий Гагарин. Да. И вместе с ним вы также взлетели в космос со своим стихотворением «Земля, поклонись человеку». Ага. Каково это столько лет, до сих пор вот вы находитесь в стратосфере, каково это находиться всю жизнь в невесомости? Ну как? Да, 61 год, это давно было. Ровно 60 лет назад. Ну, мне было 25 лет, да. Ну, до этого я публиковался, конечно, в литературной газете в 1959 году. Впервые подборка была моих стихотворений с предисловием Леонида Мартынова. Такой великий был писатель, поэт. В то время он написал мне «Доброго пути». И потом вот эта рубрика «Доброго пути» стала традиционной в литературной газете. Уже молодых поэтов вот сопровождал какой-нибудь классик вот с таким предисловием небольшим «Доброго пути». Вот, это был 59-й год, это сколько еще, 62, что ли, года давно. Вот, и неплохие были стихи тогда в этой подборке. И тут же мне два великих поэта дали предисловие книжки «Аргамак». Но она в советском писателе должна была быть издана, первая моя книжка. Но в
в конце 60-го года я там был исключен из Литинститута за драку. Вот. И поэтому книжка не вышла. Ну, в газете она вышла. А потом в 61 году я здесь. Если бы меня тогда не исключили, я бы не приехал в Алмату и не увидел бы Гагарина, как он взлетел. Так что одно хорошее было после исключения. Тогда директор Серегин был. Он мне прислал телеграмму, просил вернуться, продолжить курс. Я написал тогда ему в ответ телеграмму: согласен вернуться, но только в качестве преподавателя. Вот. И на этом наша переписка закончилась. Вот. Но я все равно вспоминаю тепло об литературном институте. Хороший был очень коллектив. Столько было друзей у меня там. Вот. Ну, сейчас их уже нет, многих. Ну, наверное, большинство. Но некоторые еще живы, да. Но мы не об этом говорим же. Она лежала в зарослях полыни, откинув лапы и оскалив пасть. Из горла перехваченного плыло толчками что-то темное, как грязь. Кем? Волком, охотничьими псами, слепым волчатам. Это не узнать. Они, толкаясь и ворча, сосали большую неподатливую мать. Голодные волчата позабыли, как властно пахнет в зарослях укроп. Они, прижавшись к ранам, жадно пили густую, холодеющую кровь, и вместе с ней вливалась жажда мести. Кому? Любому, лишь бы не простить, а будут мстить в отдельности, не вместе, а встретятся, друг другу будут мстить. Давайте теперь перенесемся в 1975. 75-й. Да. Давай. Когда вы написали книгу «Азия». Да. Сейчас вышло новое издание, здоровенная книжка «Азия». Вот эту книгу, ага, я нашла у папы, Виктор Успаев, мой папа. Ну вот. Вот я у него нашла, специально принесла, чтобы мне ее подписали. Визу, да? 75-го года, это же раритет уже. Ага, да, это 75-й. Первое издание. Первое издание. Да, сейчас вышла вот такая книжка. «Азия», вот она. Тяжеленная, здоровенная, большая книга. Иллюстрации есть. Недавно я ее посмотрел, перечитал, поразился, насколько она точно передает смысл. Да, вот с этой книжкой уже тяжелее поспорить, чем с этой было. С этой они спорили вся Академия наук СССР. 13 февраля 1976 года. 47 участников по списку. Это академики действующие, членкоры и рядовые доктора наук. С 9 утра до 6 вечера. Весь рабочий день. Без перерыва на обед. Обсуждали книгу вот эту. Такое было указание Суслова. Суслов был такой идеолог главный в ЦК КПСС, член Политбюро. Он считал, что книга вредная очень. Потому что она... Вот я сейчас почитал, ничего там вредного нет.
Просто она правдивая была, она раскрепощенная, свободная, тон такой был. Это непривычно в то время было свободно говорить. Хотя мы все, тогда поколение было 60-х, все свободно говорили бы. Вот я не помню, мои друзья, там Андрей Вознесенский, Евтушенко, Роберт Рождественский, Расул Гамзатов, все свободно говорили. Но, видимо, здесь какая-то другая свобода была, более свободная. Вас ведь так и называли это, шестидесятники. Да. Вот я сколько изучал историю поэзии, я более свободного поколения не знаю, Да. как вы. 60-е, 70-е годы для литературы, особенно для искусства, счастливые годы. Ни до этого, ни после ни одного такого десятилетия уже не случилось, к сожалению. Вот. Лучшие книги, лучшие стихи, лучшие фильмы, картины, все это возникло именно тогда. Почему? Потому что страна самая читающая в мире была. Вот. Дети со школьной скамьи читали уже. У нас тиражи были колоссальные, таких тиражей больше не было. Чтобы стихи выходили тиражами 100-200 тысяч экземпляров. Такого нет же. И сейчас, сейчас, если стихотворение 1000 экземпляров выйдет, книга, уже считается много. А так в основном 500. Вот. А моя книга вот в 90-м году, «Азия», под названием «Азия» вышла, но стихи в том числе. Но они включили эту книгу тоже. В 90-м году такое собрание было толстое. Вот. Она вышла более 200-тысячным тиражом. Вот. И я получил такой гонорар, что тогда же за стихи платили, и мы жили за счет этого. Сейчас же не платят. Уже 30 лет нет гонораров у людей. Я тогда купил 8 квартир студентам, желтоксановцам, которые возвращались из лагерей. Вот. Вот какие были гонорары тогда. Ну вот. В общем, эти 30 лет погубили литературу. И в России, и у нас тоже. Заодно. Я уже не говорю про остальные республики. Таджикистан, Киргизию. Вот. Это обидно, когда у меня спрашивают, вот что за 30 лет, какие достижения вот, в республике за 30 лет. Независимость что дала? Она дала нам независимость от литературы, от культуры в целом, потому что литература – это основа культуры. Особенно для казахской литературы обидно, потому что казахская литература стала письменной только в 20 веке. Только в 20 веке. Абай – первый писатель наш. И то он не увидел своей книги опубликованной. После смерти в Казани вышла. В 9 году только. Вот. 1909. И то на арабском. Письмо такое арабское было. Так.
А настоящие писатели появились где-то в 30-х годах, но их всех постреляли. И они не успели увидеть этого всего. Ауэзов уцелел, случайно уцелел в 1951 году. Его должны были арестовать как алашардинца, оставшегося. Еще Сталин был жив. Вот он и Сатпаев, их двоих должны были арестовать. Но кто-то из КГБ проговорился. И тогда они срочно улетели в Москву. Вот. А в Москве пошли в Союз писателей. Ауэзов пошел, и его Фадеев, по-моему, да, Фадеев. Он был председателем Союза писателей. Он его как-то защитил. И он устроился профессором в МГУ. Вот. А Сатпаев пошел в Академию наук свою. И вот тоже каким-то образом вот оставили там преподавателя. И уже после смерти Сталина они вернулись в Алма-Ату. Первым секретарем Компартии у нас был Пономаренко, герой Советского Союза, даже дважды герой. Он был белорусский вождь партизанского движения в Белоруссии, Пономаренко. Вот. Он очень честный, хороший был человек, как говорят. Вот. Он их выручил и об этом выступил. Жалко, что его уже забыли. Это плохо. Вот его речь тогда на пленуме Пономаренко надо просто публиковать, рассказывать казахстанцам, что было это в то время. Но у нас так принято. Все, что было плохо, вот. А все, что сейчас, то хорошо. Давайте теперь в 87-й год перенесемся, когда было создано движение Невада семей. 87-й, да? 87-й. И, возможно... 89-й уже. 89-й? Движение возникло, да, в феврале 89-го года. Мы организовали антиядерное движение Невада-Семипалатинск, чтобы бороться за прекращение испытаний ядерного оружия в Казахстане. Пора сделать решительный шаг всеобщей безопасности и снять с повестки дня главный вопрос современности – угрозу уничтожения жизни на Земле. Раньше мы выступали, говорили о том, что вот эти испытания, особенно поверхностные испытания, они наносят большой вред населению. И отдельные выступления какие-то были у меня до этого. Правда, движения не было, просто выступления отдельные. Стихи даже у меня были так в 1963 году. Стихотворение сейчас оно публикуется как «Дикое поле». Там говорится об испытаниях, которые Казахстан претерпел за это время. И прошли через Казахстан, как через испытания, многие народы. Вот, и личности. Все это, вот, в том числе испытания ядерным оружием. Испытали вербованными чернозем, радость радия, и тяготение земное испытано, вся земля, там, провода, космодромах и станциях,
Если дождь – это ливень, а ветер – так суховей. Своих все испытавших страна назови казахстанцами, своих самых испытанных там сыновей, там что-то, вот так. Я бы мог появиться в горах и не зваться казахом, или жить в белой хатке, коров по оврагам пасти, все равно привезли бы меня в Джисказган вагонзаком. Украина, прости, ой, ингуш, мою землю прости. Поле опустело, на небе редкие облака. Ничто не нарушает тишины раннего утра. До взрыва осталось 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Взрыв! Украина, прости, ой, ингуш, мою землю, прости. Казахстан, ты огромен, 5 Франций, без Лувров, Монмартров, уместились в тебе все бастилии грешных столиц. Ты огромной каторгой плавал на маленькой карте. Мы с тобою на этой каторге родились. Вот такое большое стихотворение было, я уже не помню его целиком, естественно. Но заканчивалось оно, и да здравствует запрещение испытаний. Испытание человека, испытание земли, вот это, всякое такое, вот так. И да здравствует запрещение испытаний. И в 1963 году перевели ядерные испытания под землю. Вот по этому поводу было написано мое стихотворение. Быть Вот. или не быть? Вот такой гамлетовский вопрос стоит перед нами сейчас. И осознать его нам дано, наконец. Мы говорили, у нас 40 с лишним лет мира, а оказывается нет, была война, шла война, только незаметно. Здесь раздавались слова «геноцид». Я с этим не согласен, потому что геноцид – это истребление только одной нации, одного народа. А у нас в Казахстане истреблялись все казахстанцы. Все 100 народов, которыми мы гордились. И поэтому спасение Казахстана – это дело не только казахов, но всех, кто считает Казахстан своей родиной, своим отечеством. И мы молчали. Раз под землей, значит, это не опасно. Нас убедили, Сахаров убедил нас, что все замечательно. Потом я с Сахаровым встречался уже в 1989 году, 14 декабря 1989 года. Он пришел ко мне в номер в гостиницу «Москва». Я там жил, будучи членом Верховного Совета СССР. После заседания Верховного Совета мы пришли как раз ко мне в номер, и у меня была киногруппа «Невада». Они сняли вот этот эпизод. Разговор наш с Сахаровым Андреем Дмитриевичем, он длился до 9 часов. С 7, по-моему, да, мы в 7 пришли вечера. До 9 мы брали у него интервью. Потом я его проводил на машину. Это было уже в 9 с чем-то вечера. И он говорит: завтра обязательно не опоздайте на заседание, потому что мы тогда обсуждали, на следующий день должны были обсуждать вопрос, голосовать даже, роли КПСС, руководящая и все прочее сила. И вот он всячески старался вот этот день подготовить, чтобы мы все проголосовали против руководящей роли КПСС.
Хотя я не был убежденным противником вот этой силы, потому что 60-е, 70-е, вот я и говорю, эти годы, они как-то заставили иначе смотреть на то, что происходило у нас в стране. И уже я не видел такую угнетающую силу КПСС. Напротив, оказывается, вполне может способствовать сближению всех народов Советского Союза, поднятие культуры, и тогда и экономика какая была. В 60-е, 70-е годы при Брежневе, хотя сатирики наши изображают как отсталого, он в конце жизни уже было немножко отсталый, безусловно, тормозил. А в молодые годы, вот 60-е, 70-е, он страну сильно продвинул. Вот об этом мы забываем, когда говорим об истории, вот эту часть истории нашей. Тогда у нас экономика по 9% в год росла. Эти же цифры есть, черт возьми. Почему это не замечают? Таких больше цифр не было у нас. Не 80-е, тем более 90-е, а в эти все остановилось потом. Иду, вхожу в твой зимний Петербург, хочу пройти весенним Петроградом, пасхальную увидеть карусель, услышать что-то доброе воскресе и там, где вечно на приколе крейсер кормить французской булкой карасей, увидеть лица гипсовые, впалые, воротников крахмальные ошейники, манжеты, словно белые кайданы, под черными крылатыми шинелями, великих критиков граниты финские торчат на площадях и смотрят слепо. Пошел весь мрамор петроградских фидиев на плиты гробовые и на склепы. На карте времени я укрупню масштаб, чтобы увидеть главное попроще, жить на конюшенной, глядеть с моста, не быть прохожим на Сенатской площади. Как нам, молодым, можно стать Олжасом Сулейменовым? Надо хорошо учиться, любить свой народ, а что еще? Надо читать, очень много читать. Я уже в третьем классе, четвертом классе мы прочли всем классом 12 томов Толстого, Льва Толстого. Тогда это было первое послевоенное издание классика. Вот. На русском языке вышло. Я вот читал и приносил в класс. И остальные мои все читали. И пустил. Потому что только у нас было это отец Абдуали Карагулов. Он был редактором, журналистом. И он эту подборку каким-то образом приобрел, я не знаю. Наверное, раздавали эти подписки или что-нибудь такое. И вот эти 12 томов, я помню до сих пор, белая обложка, мягкая. И мы, третьеклассники, четвероклассники пока, обчитали 12 томов Толстого. Весь класс читал. И потом я уже настолько увлекся этим чтением, что всю классику, не только русскую, мировую классику прочел до, десятилетку всю закончил, всю классику. Потом уже не читал, уже писал в основном. Вот так.
Белый лебедь в черной стае, черный ворон в белом стаде, налей-ка, отче, синего чаю, истину разоблачаю, истина всегда нелепа. Алый ворон, желтый лебедь. Сейчас, вот сегодня Казахстан переживает культурный бум. Димаш есть, который вокалист номер 1 в мире. Есть молодые, такие как, например, Иманбек, который диджей номер 1 в мире. Как вы думаете, с чем вот связано то, что сейчас Казахстан в культуре переживает эпоху Возрождения? Вот интересно, я от вас это услышала, что у нас бум. Интересно, приехали из Питера казахстанцу сообщить такую новость. Я рад, что у нас такие ребята есть, девочки, дети даже какие-то выступают где-то. И хорошо, что их привлекают. Здесь, я не знаю, что за организации их привлекают, но хочу выразить благодарность им за это, за то, что они замечают такие А так просто наш Димаш Кудайбергенов, он же на славянском базаре в Витебске в 2015 году гран-при завоевал. Вот. И вот с той поры за 6 лет уже 3 казахстанцев гран-при завоевывают на славянском базаре. Вот. Уже на Димаша же смотрят, равняются же на него. Ага. Он потом Айм-Сингер в Китае выиграл, а там миллиард слушателей. Ну, и вот да. и пошла популяризация, да? Да, правильно, да. А так это от Всевышнего, там кому-то дан талант, а кому-то нет. Вот, это правда, да. Еще, знаете, я вот хочу рассказать. В мире существует очень много клубов, поклонников Димаша, фан-клубами называются. Вот, знаете, там, наверное, уже, вот мы последний раз, вот в Алмате сажали деревья, да, от имени фан-клубов, 50 стран участвовало. Они изъявили желание в Алмате посадить деревья и поставили стенд «Древо жизни», называется, да? Ну, это как раз в период пандемии, да, в период пандемии, чтобы жизнь продолжалась, и это древо жизни изображено как, знаете, вот дерево с одними корнями, а листва как континенты. Кудайбергенов Димаш сейчас популярен настолько, как в 61-м Юрий Гагарин и его Ужас Сулейменов. Да нет, это другая популярность. Нет, серьезно, это просто, видите, в ваше время это интернета, вот этой мобильности же не было. Ага. А сейчас вот это вот делает свое дело. Да. И это вот мега такой скоростью это все Ну происходит. здорово, Да. хорошо это. Меня вот здесь, в этом, то, что имя это Димаш, Да. оно приобретает популярность. Да. Поэтому Дин Мухаммед Ахметович сокращен Димаш, как его Брежнев звал Димаш. Вот интересно. Ему Вот трудно с было. появлением молодого Димаша Кудайбергенова за 2 года 30 тысяч казахских детей это имя взяли, Димаш. Димаш. Даже за рубежом Димаши сейчас есть. Вот. Не казахи. Здорово, это правильно, это лучше. Он еще себя такой репертуар подбирает. Наши вот в архаизм ушедшие песни он достает. Дайди Дау, Самалтау, которые все забыли. Ага. Сейчас у него в репертуаре скоро Махамбет появится. Нет, я наблюдаю за ним, молодец он. Где-то в газете я прочел, что он в Китае признан вообще самым красивым из Евразии, да, певцов. самым красивым евразийцем. Признан самым красивым азиатом. Ну, здорово. И это тоже интересно довольно. Ну что же, пора женить его, значит. Найти ему красавицу. Ваня, об этом обязательно скажите, что Ата сказал Димашу, все, жениться пора. Теперь у него выбора нету, да? Подобрать соответствующий. Ата соберет, Ата вот благословение свое даст, пусть женится он. Вот. Да, каждое такое явление, оно должно прибавлять
казахи так много потеряли в 20 веке, что вот эти все фрагменты яркие, они прибавляют имени казахам, славы его, и поможет вот новым поколениям добавить еще и еще что-то необходимое для жизни нации, национальности нашей. Вот. Поэтому мы должны радоваться, приветствовать. Обычно, что такое нация? Народ, который ценит своих гениев, талантов, вот он становится нацией. А казахов столько талантливых людей потеряли в 20 веке, что их надо восполнять, восполнять и восполнять, вот эти потери, чтобы уже наконец стать нацией. Пока что мы народ, пока еще народ. А нация – это народ, который, в котором Homo sapiens преобладает. Вот так, человек разумный. Люди, граждане всей Вселенной, гости галактик, хозяева шара, вы не хотите пропасть бесследно. Живите, живите, живите с жаром, живите, люди, живите, люди. Вы совершили свой первый подвиг, преодолели земную тягость, чтобы потомки это запомнили. Преодолейте земные тяжбы, реки, вспаивайте поля, города, вставайте в заре. Пусть, как сердце, летит земля, перевитая жилами рек, мы найдем, мы должны найти все ответы на тот вопрос. Путь земной, продолжение пути до сегодняшних взятых звезд. Хочу воспользоваться шансом и попросить вас передать послание будущим поколениям, какое-то напутствие. Вот. Что передать? Конечно, я пожелаю всему миру выдержать вот это жуткое испытание, которое мы сейчас проходим. К этому не все серьезно относятся, но серьезнее относятся те, которые уже болеют или переболели хотя бы. Вот. Когда я смотрю там выступления митингующих против прививок, там что-то такого, каких-то мер, я, с одной стороны, им сочувствую. Да, я тоже хотел бы против этих ограничений. Но, с другой стороны, конечно же, я и сам переболел этим в феврале. Вот. И я знаю, что это такое, не дай бог, никому. И каким-то образом надо устоять человечеству. Ведь это испытание для всего человечества, это понятно. Я хотел бы, конечно же, чтобы это человечество... Я как писатель скажу, что, конечно, я бы хотел видеть читателей, чтобы они больше читали. Духовность. Вот. Чтобы не дергались, вот как эти. Иногда вот телевизор включаю, я смотрю, как воплощается культура современная в молодежи. Вот. Нет, конечно же, все-таки то, что книга дает человеку, нельзя сравнить вот с этими дрыгалками, которые воспитывают целые поколения. Я бы хотел, чтобы все новые поколения возвращались к книге как не просто к тренажеру ума или там мозгов, а как к необходимому продукту, в котором все витамины духовные, интеллектуальные и все прочие, которые
гомо делают сапиенсом. То есть просто все человечество когда-то возникло из Homo erectus. Вот в Африке где-то. Homo erectus – это человек, который встал на ноги, вот так, вставший. Мы можем бы сказать, ну, встал с колен там и все прочее. Но вот из этого Homo erectus, который существовал 2,5 миллиона лет, этот вид биологический, 100 тысяч лет назад возник Homo sapiens, человек разумный. Вот. И в каждом народе потом Homo erectus не вымер, нет. Он продолжает существовать и сейчас, но в нем есть вот этот Homo sapiens, какая-то прослойка небольшая sapiens в каждом народе. В основном весь народ состоит из эректусов, но часть какая-то Homo sapiens, человек разумный, да? И вот книга как раз увеличивает число вот этих сапиенсов, постепенно растет, больше становится среди эректусов. А вот иногда я смотрю на народ, я вижу, как увеличивается, уменьшается Homo sapiens и увеличивается масса Homo erectus'ов, естественно. Вот эта борьба двух этих видов, она продолжается, и она будет вечна. И задача, что в будущем увеличилось вот число сапиенсов. Вот это интеллигенция, это читающая публика и поющая, безусловно. Несущие культуру, да? Да, вот, именно. Вот таким я хотел бы видеть, но не только я, это эволюция так бы хотела создать. Вот это живое биологическое, что существует на земном шаре, эректусы пусть живут, но и сапиенсы должны постепенно набирать мощь. Вот. И желательно, чтобы сапиенсы были больше в руководстве стран. Тогда страны легче договорятся между собой. Гармония будет хоть какая-то. Вот. Будет мир и спокойствие. Мы бываем часто чудаками. Ах, сказать непросто. Вы посмейтесь, человек ударился о камень, чтоб ногой проверить междометия, право восклицаний, право слога заслужить. Вот исполнение долга человеческого. Не спеши, пусть смеется тот, кто сам смешит. Право жить, а надо ли это право? Моя мама благородней правды. Кто нас наделяет правом жить? Те, кто слева, спереди или справа? Удивляюсь и сопротивляюсь каждому, кто разрешает мне пить из родника и видеть стаю дальних птиц в прозрачной вышине.